«Папочка», — сказала она, и ее глаза загорелись от волнения. «Я каждый день вижу маму в школе». Джон замер. Его сердце бешено заколотилось при упоминании о покойной жене. «Кто, милая?» — спросил он дрожащим голосом. Лицо Эмили просияло. Я имею в виду, я вижу ее, папочка. Она всегда рядом, присматривает за мной на школьном дворе во время перемены. Иногда она даже машет мне рукой». Джон на мгновение потерял дар речи, но затем глубоко вздохнул и обнял Эмили. «Ты же знаешь, это невозможно, милая. Мамы здесь больше нет. Помни», — мягко сказал он, не желая ее расстраивать. Однако Эмили это не смутило. «Ты можешь мне не верить, папочка, но я знаю, что это она настояла на своем». Он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, но просто сказал дочери: «Хорошо, дорогая, раз ты так говоришь. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится». Не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить ни одной новой истории». И с тех пор, как Сара погибла в автокатастрофе, они были только вдвоем. Джон все еще был убит горем и постоянно думал о ней. Несмотря на свое горе, он знал, что ему нужно как-то жить дальше. И для него, и для Эмили было лучше всего найти способ продолжать жить своей жизнью. Это не означало, что они забыли Сару, но им пришлось жить своей жизнью даже без ее присутствия. Итак, после периода траура Джон вернулся на работу, а Эмили — в школу. Поначалу Джон считал, что принял правильное решение. Эмили, казалось, нравилось ходить в школу, и их психолог также предположил, что школа поможет ей отвлечься. Казалось, все шло хорошо, но затем, в то роковое утро, Эмили сказала своему отцу, что она встречалась с мамой в школе. Отвезя Эмили в школу, Джон немедленно договорился о встрече с их психологом, доктором Харпером, который, к счастью, был доступен для телефонной беседы позже в тот же день. Она сыграла важную роль в том, что помогла им справиться с горем, оказав поддержку, в которой они нуждались, чтобы начать заново строить свою жизнь. Смотрите, во время их телефонного разговора Джон передал доктору Харперу то, что Эмили сказала тем утром. Доктор Харпер объяснил, что для детей совершенно нормально говорить такие вещи после потери близкого человека. Джон почувствовал, как его захлестывает огромная волна облегчения. В конце концов, беспокоиться было не о чем. Поэтому, когда в тот день он забрал Эмили из школы, он просто улыбнулся, когда она сказала ему, что снова видела маму. Джон был рад, что поговорил об этом с доктором Харпером, и почувствовал себя увереннее. Однако вскоре его спокойствие пошатнулось. В течение следующих нескольких дней Эмили продолжала рассказывать отцу о том, что видела маму в школе. Джон по-прежнему не придавал этому особого значения, полагая, что Эмили просто разыграла свое воображение. Но однажды его уверенность пошатнулась. Эмили сказала ему: «Мама дала мне сегодня печенье». Это было восхитительно. Джон удивленно приподнял бровь при виде этой неожиданной детали. Позже, тем же вечером, Джон заметил пятно на рубашке Эмили. Это было коричневое пятно. Эмили заметила, что он смотрит на него, и хихикнула, сказав: «Ой, это случилось, когда я ела мамино печенье сегодня». Джон побледнел, почувствовав волну паники, когда до него дошли ее слова. Джон решил, что на следующее утро он пойдет с ней в школу и поговорит с ее учителем. Ему нужно было выяснить, говорит ли Эмили правду или просто выдумывает. Как еще могло появиться это пятно на ее рубашке? «Мисс Лора, у вас найдется минутка?» «Пожалуйста», — попросил Джон учительницу Эмили, когда на следующий день отвозил ее в школу. Она присоединилась к нему сразу после выхода из класса, когда начали прибывать другие ученики. Джон начал с того, что Эмили говорила дома какие-то странные вещи. Возможно, она просто выдумала это, но я хотел быть уверенным. «Ты же знаешь Дотти Йоу?» «Какие именно вещи?» Мисс Лора спросила, приподняв бровь. «Гейшенс. Я не уверена, как это сказать, но... она говорит, что уже пару дней встречается с Сарой в школе. Не могли бы мы поговорить в моем кабинете?» — спросила она, вежливо скривив губы, и на ее лице отразилось беспокойство.
В своем кабинете мисс Лора рассказала Джону, что женщину, которая поразительно походила на Сару, несколько раз видели возле школы. Сначала мы подумали, что она новоиспеченная мать, и у Джона по спине пробежал холодок. Мысль о том, что кто-то, так похожий на его покойную жену, был близок с Эмили, но при этом не знаком ему, одновременно сбивала с толку и настораживала. Джон лихорадочно соображал, видел ли ее кто-нибудь еще. «Вы знаете, кто она такая?» Мисс Лора кивнула, показывая, что другие учителя и несколько родителей тоже обратили внимание на эту женщину. Каждое высказанное замечание заставляло сердце Джона учащенно биться, усиливая его недоверие и любопытство. Когда Джон покидал кабинет мисс Лоры, образ Сары или кого-то, удивительно похожего на нее, преследовал его. Дома он внимательно изучал фотографии Сары, и каждая улыбка и взгляд были болезненным напоминанием о его потере и загадочной ситуации, в которой он оказался. Описанное сходство было поразительным и беспокоило его до глубокой ночи. На следующий день Джон вернулся, чтобы продолжить обсуждение этого вопроса с мисс Лорой. Вместе они обдумали последствия появления этой женщины. Мисс Лора сказала Джону, что школа будет начеку. Она сказала, что мы будем начеку. Если она вернется, мы спросим ее, почему она была здесь. Джон почувствовал себя немного лучше, зная, что школа проявляет осторожность и присматривает за ними. Но ему все еще было интересно, кто эта таинственная женщина и чего она хочет от него и Эмили. Джон серьезно приступил к расследованию, перевернув дом вверх дном, просматривая старые фотоальбомы и личные вещи Сары в поисках любой зацепки, которая могла бы объяснить личность таинственной женщины. Затем Джон связался с семьей Сары. Он звонил и отправлял сообщения, спрашивая, не знают ли они чего-нибудь или кого-нибудь, что могло бы объяснить сильное сходство этой женщины с Сарой. Их искреннее невежество усугубляло загадку, заставляя Джона чувствовать себя еще более изолированным в своих поисках. Тем не менее, с каждым днем Джон все больше погружался в мысли о том, что Лора торопится. Ее шаги ускоряются, когда она следует за ускользающей фигурой. Но это было все равно, что гнаться за тенью. Женщина исчезла так же быстро, как и появилась, оставив за собой шлейф перешептывающихся учеников и взволнованную учительницу. Эмили стояла одна, ее лицо было искажено от смущения и слез. Она не могла понять, почему женщина, которую она считала своей матерью, сбежала. Мисс Лора быстро схватила деревья на Урале. Мисс Лора быстро схватила свой телефон и позвонила Джону. Настойчивым тоном она рассказала об этой тревожной встрече в горе Эмили. Изучая медальон, Джон размышлял о возможной связи между Сарой и загадочной женщиной. Воодушевленный вновь обретенной решимостью, Джон изменил направление движения. Он обратился за помощью к частным детективам, просмотрел социальные сети и тщательно изучил публичные записи. Этой ночью, в разгар продолжающихся поисков сестры-близнеца Сары, Джон столкнулся с потрясающим осознанием того, что Эмили, возможно, видела свою тетю, а не мать. Когда расследование Джона активизировалось, соседка, живущая неподалеку от школы, обратилась к нему с информацией. Она заметила женщину, похожую на Сару, и незаметно следила за ситуацией. Вооруженный новой зацепкой, Джон отправился в погоню за таинственной женщиной. Его захлестнула волна эмоций. Страх вплетен в предвкушение, когда он назначал встречу с ней. Все еще ожидая ее приезда, в его голове пронесся калейдоскоп чувств, переживаний, страха, любопытства и жажды ясности. Когда она материализовалась перед ним, сходство с Сарой было поразительным, и Джон потерял дар речи. Женщина, близнец Сары, произнесла слова, в которых слышались грусть и раскаяние. Она рассказала об их отчуждении, о годах, проведенных в разлуке, и о том, как она переживала, узнав о кончине Сары. Ее недавнее возвращение означало попытку примирения, стремление к завершению отношений и желание встретиться с племянницей, которую она никогда не видела. Джон с трепетом представил Эмили и эту женщину. В тот момент, когда они встретились взглядами, между ними возникла неосязаемая, невыразимая связь. Первоначальное недоумение Эмили сменилось интригой
и зарождающимся чувством родства. В ходе беседы возникла утомительная подлинная связь, хрупкая, но ощутимая. Присутствие этой женщины вызвало у Эмили бурю эмоций, смешение неизвестного и необъяснимо узнаваемого. В последующие дни Джон, Эмили и сестра-близнец Сары собирались у могилы Сары. Стоя бок о бок, они делились воспоминаниями, слезами и сдержанным оптимизмом по поводу того, что ждет их впереди. То, что медальон был передан вместо упокоения Сары, ознаменовало начало, первый шаг к примирению и пониманию. Они были символом сплоченной семьи, держась за руки, готовые вместе встретить предстоящую главу в своей жизни. Их связи, укрепленные прошлым, позволяли им с надеждой смотреть в будущее.